Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Если вам понравится это видео, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочкам в описании, и там найдете много интересного и полезного. В этом видео я хочу вам рассказать кратко, а затем подробно показать на практике, как выполняется мысок под названием ленточный. Смотрите, вот он так выглядит в готовых носках. Так, если посмотреть поближе, у нас получается вот такая образуется ленточка, когда мы выполняем вот эту вот часть носка. Это у нас называется мысок, там, где делаются непосредственно убавочки. Так, когда делаются убавки, я могу вам дать подсказку такую. Начинаются убавки именно с того момента, когда вот то, что вы уже провязали без мыска, оно закрывает мизинец. И тогда мы можем смело делать убавочки в мыске. Вот таким образом выглядит в таком носочке этот ленточный мысок. Красиво и, на мой взгляд, очень даже симпатично. В готовом носочке вот этот ленточный мысок смотрится вот таким образом. Смотрите, вот с одной стороны и с другой стороны. И он формируется вот таким образом. Так? То есть я еще раз заостряю ваше внимание, что этот мысок подходит больше для ножек, которые полные. На мой взгляд, он просто будет идеальным. Если мы вязали ряд с убавками, то следующий ряд у нас должен быть без убавок. И в зависимости от того, какой размер носочка вы вяжете, у вас убавочки формируются определенным образом. Значит, эту петельку мы будем провязывать лицевой первую всегда, а затем провязываем. Сейчас у нас идет убавка влево, и мы провязываем каким образом? Эту петельку мы снимаем. Следующую провязываем лицевой, а предыдущую просто накидываем, ту, которую не провязывали, на эту петельку. У нас получается вот такая вот косичка, про которую я вам говорила. Вот она. Так, вот эта вот убавка идет влево. Здесь у нас будет убавка вправо. На одной стороне и на другой. Довязываем до последних 3 петель в конце ряда. И там тоже делаем убавку, но уже убавка будет вправо. Вот у нас 3 петли осталось. И мы с вами провязываем 2 петельки вместе за переднюю стеночку лицевой. А эту мы провязываем просто лицевой. На другой стороне делаем то же самое. А следующий ряд у нас опять идет без убавок. В зависимости от того, какой у вас размер, еще раз говорю, у вас будут свои убавки. Вот я уже сделала 4 убавочки. У меня на одной спице было 17 петель. Так, здесь убавлял и здесь, то есть 4 раза, значит, уже у нас по 4 убавочки с одной и с другой стороны. Так, 17 минус 8 это 9 петель. Вот они остались, 9 петель. И сейчас я буду делать убавки уже в каждом ряду. Только 2 раза. Первую петельку я провязываю лицевой. Дальше снимаю нить за работой. Следующую провязываю, а предыдущую накидываю вот на эту петельку. И у нас получается вот такая вот косичка. И провязываем до конца, чтобы оставалось вот 3 петельки. Это у нас идет убавка вправо, потому что, смотрите, запоминать можно следующим образом. Вот у нас расположены петельки. Как мы делаем эту убавочку? Она должна смотреть, то есть косичка должна идти влево. Значит, это убавка влево. Здесь у нас косичка идет вправо. Значит, мы должны делать убавку вправо. Так, и убавка вправо делается за 2 передние стеночки лицевой. Она очень легкая. Так, и эту петельку мы провязываем лицевой. Так, то есть 2, 4, 6, 7. Было у нас 9 петель, сейчас остается 7. И в каждом последующем ряду мы с вами будем уже убавлять. Так, и так делаем 2 раза. То есть у нас на спице останется 5 петель на одной и на второй. Так, остается у нас еще 2 ряда таким образом. И у нас будет закрытие петель. И вот смотрите, такой вот у нас получается мысок. Таким образом, еще раз повторюсь, у нас на спицах было по 17 петель.
Мы сделали 4 раза убавочки через ряд. 17 минус 8 убавленных в каждом ряду петель, осталось 9. И затем 2 раза делали убавочку в каждом ряду, без уже провязывания. В каждом ряду убавочки делали. И у нас на спицах получилось 5 петель. Мы их будем закрывать иглой. Можно их, в принципе, закрыть разным способом. Можно просто стянуть иголочкой и вовнутрь. Вот таким образом получится. Так. Вот так будет выглядеть. Но я считаю, что это больше подходит, ну, скорее всего, для детских носочков. Что касается закрытия петель, я буду закрывать иглой. Шов называется петля в петлю. Я вам показывать здесь не буду, тратить время. Вы можете перейти по ссылке в описании. Есть видео отдельно по этому шву. Единственное, я могу вам просто показать, как сделать, как вдеть ниточку в иголку, если вдруг вам тяжело попасть в ушко. Для этого можем взять вот такой кусочек бумаги, так, и затем аккуратненько раскрыть вот такую бумагу, так, продеть ее туда вовнутрь, и затем, получается, вот таким образом складываем, придеваем ушко, бумагу. Так, у нас вот закреплено вот таким образом, и мы будем вдевать эту бумагу в ушко. Вот мы протянули, и что у нас получается? Мы аккуратненько перетягиваем вот эту ниточку. Так, как я сказала, я буду закрывать шов петля в петлю. Сейчас я вам закрою, покажу быстренько. И вот смотрите, что у нас получилось. Я уже вдела иголочку в изнаночную сторону, и у нас получается вот такой вот ленточный мысок с одной стороны и с другой. Так, это у нас закрытие петля в петлю. Если кратенько, вот смотрите, он так выглядит в готовом, скажем, изделии, если надо что-то сшить. Так, можете посмотреть по ссылке в описании, это подробно все описываю. Так, и вот в таких вот носочках тоже. Он очень красиво смотрится на самом деле. Игла в иглу, петля в петлю, это очень такой красивый шов, очень незаметный. Если вам понравилось это видео, я очень буду рада. Спасибо за просмотр и до новых встреч!